Приветствую, это снова Илья и мой канал Антимрак. В этом видео мне бы хотелось поговорить про гендерную так называемую любовь. Вообще, нужно начать с того, что сама вот эта так называемая любовь, она подразумевает зависимость от другого человека. И на самом деле, если мы имеем в виду гендерные отношения, которые зачастую характеризуют как любовь, то очень важно понять первичный мотив таких отношений. И люди очень склонны наделять некие свои действия какими-то романтическими, благородными мотивами. Будь-то бы, если таких вымышленных мотивов не было бы, то и не было бы самих этих отношений. Только вот почему-то каждая такая история заканчивается, как правило, беременностью женской особи. Да? И когда люди погружаются в процесс воспитания ребенка рожденного, их лица уже не кажутся такими одухотворенными, как это было в начале процесса их так называемых любовных отношений. Но дело в том, что с точки зрения природы, именно в рождении ребенка и был смысл этих отношений. А то, как люди это называют и какими романтическими смыслами наделяют свои отношения, это уже их сугубо личное дело, которое к реальности вообще не имеет никакого отношения. Ширпотребный смысл гендерной любви. Вообще, когда я раньше вынужден был слушать некоторые так называемые попсовые русскоязычные песни, они почему-то почти все были про любовь. И я постоянно думал, неужели это единственное, о чем можно петь? Хотя, если сам процесс пения не требует никаких мыслительных способностей от человека, то и предъявлять к нему некие претензии по поводу того, что любовь очень часто упоминается в песнях, то это довольно нелепо, ведь песня поется человеком интеллектуально неодаренным для такого же интеллектуально неодаренного слушателя. А тема любви задействуется просто как лишний повод отключить всякую способность оценивать вещи реалистично. И на самом деле все массовое искусство заточено на то, чтобы погружать человека в состояние, которое не предполагает видение причинно-следственных связей, потому что оно апеллирует к этой так называемой сверхидее так называемой любви, которая все побеждает, всех покоряет и со всеми справляется. И, видимо, лучше всего у идеологии любви получается справляться со здравым смыслом, да и, судя по всему, именно для этого она и предназначена. Любовь подразумевает идеализацию человека противоположного пола. На самом деле в основе гендерной любви лежит идеализация человека противоположного пола, которая уже как будто бы предполагается только уже одним существованием так называемой любви. Вася боготворит свою возлюбленную Наташу, а Зина боготворит своего возлюбленного Аркадия. И мне как-то рассказывал один человек, что однажды, когда он узнал, что у его возлюбленной есть связь на стороне, и что после того, как он узнал эту новость, у него отнялась одна половина тела. Это же какое значение надо придавать отношениям с человеком другого пола, чтобы отнималась бы одна половина тела от новости о том, что у него есть связь на стороне. Вернее, насколько нужно быть не самостоятельным, чтобы поступки другого человека определяли бы твое состояние. Ты как будто бы связываешь себя незримой нитью с особью другого пола, предполагая, что это теперь твой идеал, определяющий твое представление о полноценности своего существования. И если допустить, что, допустим, репродуктивный инстинкт является ключевым мотивом таких отношений, то как он может распространяться на всю жизнь человека? Но, конечно же, если репродуктивный инстинкт служит, по сути, сохранению вида в виде передачи своих генов другой особи, то да.
удовлетворение или неудовлетворение такого инстинкта не может не сказываться на человеке, ведь от того, спарится он с особью противоположного пола или нет, действительно зависит сохранение вида. Расстройство же влюбленного по причине ухода возлюбленной к другой особи в контексте значимости репродуктивного инстинкта кажется очень значительным событием. И поскольку человек не может просто так взять и избавиться от этого инстинкта, он реагирует именно так. Он отождествил себя со своими желаниями, которые лишь суть результат действия инстинктивных программ. Такие реакции человека лишний раз доказывают, что человек — это животное, обусловленное биологическими программами. То есть его идентичность выросла из того, что определяет его как запрограммированное биологическое существо. Чем опасна любовь? Любовь опасна тем, что человек, зараженный этой идеей, подменяет одни настоящие мотивы, которые определяются не им, мотивами искусственными, которые формирует в нем социокультурная среда. То есть человек, с одной стороны, обусловлен биологическими программами, а с другой же он обусловлен самой социальной структурой той среды, в которой он находится. То есть все разговоры о каком-то его собственном «я» просто бессмысленны, потому как его «я» определяется не им, а тем, что он биоробот, принимающий шаблоны социального поведения и выдающий их за что-то свое собственное, инициированное им самим. Любовь подразумевает значимость отношений с другим человеком. Когда Вася не может без Дуси, а Аня не может без Пети, это, конечно же, тяжелый случай, в котором на самом деле нет ничего удивительного, потому что природой так запрограммировано, чтобы особи противоположного пола спаривались бы для зачатия ребенка и, как следствие, сохранения вида через передачу своих генов другой особи. Хотя, конечно же, это слишком скучно, ведь человеку просто биологически очень затратно включать ту часть мозга, отвечающую за мышление, потому что она потребляет чертовски много энергии. Поэтому человек со своим биокомпьютером, да, находящимся у него в черепной коробке, призванным по большей части контролировать работу организма, предпочитает предаться воздействию шаблонов социокультурной среды, которая, конечно же, спишет в его представлении проявление биологических программ на некую любовь. Концепция любви никогда не существует без нелюбви. На самом деле любовь никогда не существует без нелюбви, потому что сама ее концепция предполагает наличие противоположности. Вася любит Любу и жить без нее не может. Он видит свою жизнь полноценной только в контексте взаимоотношений с Любой. Хотя, если бы биологические программы, носителем которых является Вася, не требовали бы от него скорейшего переноса своих генов через Любу, то ему эта Люба была бы абсолютно безразлична. Человеческое поведение в своей основе обусловлено действием гормонов, которые вызывают то или иное поведение. А уж какие романтические смыслы человек не вкладывал бы в них, его действия все равно являются следствием совокупности определенных причин, то есть физиологических, социальных и экологических. Почему отношения с другим человеком должны как-то влиять? Если рассматривать гендерную так называемую любовь как следствие стремления к переносу своих генов, то весь романтический налет сдувается, потому что видна жесткая причинно-следственная связь между побудительным мотивом и действием. Если же объяснить поведение мотивами выдуманными, то это порождает целую индустрию по производству романтической лабуды в виде всяких там романов, фильмов, песен и стихов. И в значительной степени создание такой индустрии способствует склонность биологических организмов к экономии энергии, с одной стороны, а с другой стороны человек тратит свои силы на поддержание культа любви в своей голове, что к экономии энергии не приводит, а иногда даже способствует тому, что человек сам вредит себе, что проявляется вследствие отчаяния от потери отношений со своим половым
партнером. Ну, там некоторые спиваются, кто-то там начинает принимать какие-то плохие вещества. И, конечно же, с точки зрения переноса своих генов будущим особям, межполовые отношения выгодны с позиции выживания вида, но социокультурная среда создает у человека в голове ложное представление о вещах, наделяя их какими-то абстрактными психологическими смыслами, как будто бы первичный мотив человека не тот, каким он является изначально. Например, социокультурная среда внушает человеку идею о том, что тяга к людям противоположного пола – это потребность в любви, а не проявление репродуктивной программы, которой на самом деле обусловлена такая потребность. И человек, будучи инфицированным вот этой любовью, испытывает потребность во всяких соплях, вместо того, чтобы обрести основу в себе, но он не может этого сделать, потому что подменил в своем представлении инстинктивные мотивы какими-то выдуманными романтическими смыслами, но инстинктивная программа так или иначе реализуется, какими бы смыслами человек не объяснял свои настоящие мотивы. Он не может игнорировать то, что просто работает как биологическая программа, просто потому что он сам является биороботом, носителем этой программы. Любовь как жвачка, которой посвящена вся художественная индустрия. Почему вообще вся художественная индустрия посвящена этой вечной жвачке любви? Массовая культура взращивает идеологию любви в голове обывателя настолько глубоко, что он теряет всякую связь с реальностью, рассматривая видимое им сквозь призму этой идеологии, которая захватывает его обывательский мозг настолько, что у него не хватает умственных способностей осмыслить факт того, что любовь — это в чистом виде культ, социальный культ. И наличие культа любви в голове человека в какой-то степени служит ему неким утешением в его скучной жизни до тех пор, пока он не сталкивается с последствиями служения этому культу. Он неожиданно для себя узнает, что потребности у его партнера меняются, и этот партнер уходит к другому человеку, чтобы удовлетворять свои физиологические потребности уже с ним. И тяжестью последствий от потери такого партнера служит та инерционность восприятия влюбленного человека, ведь он видит свою жизнь полноценной только сквозь призму своих отношений с этим партнером, так как эти отношения служили ему средством забвения, да, чтобы уйти от самого себя. Но на самом деле не так называемая любовь разрушилась, а просто в голове человека произошло разрушение этого культа любви. То есть ничего на самом деле противоестественного не случилось, а просто у так называемого влюбленного в его же собственном восприятии разрушилось представление об отношениях. И это произошло потому, что он неправильно интерпретировал свои мотивы, и поэтому он думал, что его собственное отношение обязывает любимого человека действовать определенным образом в соответствии с его видением того, какими эти отношения должны быть. Связь ресурсов и инстинктивного поведения человека. Вообще, сколько обыватель бы ни говорил о каких-то романтических мотивах, реальность существует по определенным законам. Например, с позиции своей принадлежности к какой-либо религии, допустим, не говорил бы себе человек, он сам изначально порождается этой средой. И религия — это не более чем идея, которую ему инсталирует социум в голову. Кстати, у меня о религии есть отдельный плейлист, ссылка будет внизу. Но любая идея обретает силу именно благодаря тому, что сам человек в нее верит. Также обстоят дела и с так называемой любовью,
пока человек верит в эту идею, и она, являясь в его голове основополагающей, она будет всегда определять его восприятие, но не потому, что на самом деле она существует, а просто потому, что он в силу неких причин верит в нее. И, допустим, зачатие ребенка у половых партнеров происходит не потому, что к людям приходит какая-то абстрактная любовь, а просто потому, что люди, как биологические существа, запрограммированы на передачу своих генов другим особям, то есть детям. И биологический смысл гендерных отношений сводится исключительно к размножению, а все остальные смыслы являются выдуманными и, следовательно, наносными. Несмотря на всю интерпретацию людьми своего поведения, ставшего якобы следствием романтических каких-то мотивов, они совершают сугубо биологический акт, рождая детей. Но новый родившийся человек вынужден принимать правила той среды, как в случае с современным обществом, принимать правила общества потребления. То есть, вопреки тем романтическим мотивам, которыми человек объясняет свое поведение, его действия приводят к определенным следствиям, не имеющим вообще никакого отношения к тем романтическим мотивам, которыми он сам объясняет свое поведение. И новый человек рождается в среду, зачастую неблагоприятную, в которой он обусловлен постоянной нуждой, и само общество потребления при помощи рекламы будет создавать у него потребность в вещах, которые ему абсолютно не нужны. Кстати, у меня есть серия видео по теме детей, можете посмотреть, перейдя по ссылке внизу под роликом. Также и про общество потребления есть видео. Так вот, родители этого ребенка объясняли свои мотивы всякой романтической лабудой, вроде того, чтобы подарить жизнь другому человеку. Всего хорошего, спасибо за внимание. До встречи в следующих видео.